Утренний бриз медленно проходил сквозь кипарисы старого кладбища в Новом Орлеане, придавая им едва слышное колыхание. Артур Джонсон ступал осторожно по мокрым дорожкам, держа в руках скромный букет белых лилий, тех самых, что когда-то обожал его сын Лайам. Прошли долгие годы, но внутренний разлом так и не закрылся. Город жил своей ритмичной, теплой жизнью, а сердце Артура словно застряло в моменте, из которого не было выхода. Участок, где покоился мальчик, укрывался в тени старого дерева. Камень надгробия потемнел от влажных сезонов и бесчисленных ливней. Артур присел, коснулся фотографии, выцветшей под солнцем, и ощутил знакомое болезненное сжатие в груди. С того дня он носил в себе тишину, которую ничто не могло заполнить. Теплые капли слез падали на холодный камень, словно пытаясь согреть его. Когда он поднял голову, внимание привлек едва различимый силуэт, проступающий из утренней дымки. По тропинке шел мальчик. Босиком, с прилипшей к коже пылью, он нес в руках лилии, такие же, как у Артура. Тот замер, будто время внезапно потеряло ход. Ребенок остановился у того же надгробия и аккуратно положил цветы, будто боялся нарушить хрупкость момента. Светлые волосы мальчика ловили первые лучи солнца, отражая мягкое сияние. Артур ощущал, как внутри поднимается волна уже забытых чувств. Он не мог отвести взгляд, не мог двинуться, слишком знакомым был наклон головы, слишком узнаваемым жест. Мгновение растянулось, превратившись в острую тишину, в которой прошлое словно вернулось, не спрашивая позволения. И внезапно воздух вокруг заметно потеплел, будто невидимое присутствие коснулось его щеки невесомой ладошкой. Артур замер, ощущая теплоту там, где она не могла быть. Когда он снова взглянул на фигуру мальчика, тот уже растворялся в мягком блеске утреннего света, будто становился частью самого тумана. Удивительно, но в этот раз Артур не чувствовал прежней тяжести. Вместо нее пришло глубокое спокойствие, тихое и чистое. Он понял, что любовь не покидает, даже если тело уходит. Она меняется, принимает новый облик, остается в воздухе, в памяти, в движении листвы. С того дня кладбище перестало быть для него местом, где живет утрата. Оно стало тихим садом, где память и жизнь сплетаются между собой. Каждое утро Артур приходил уже без букетов, неся лишь благодарность. И однажды он заметил, что вокруг надгробия выросли десятки белых лилий. Никто их не сажал и не приносил, они просто появились, словно ответ на давно незаданный вопрос. Артур улыбнулся, чувствуя, как тишина вокруг стала мягче. Он понял, он больше не один. Легкий шорох ветра в кронах кипарисов напоминал дыхание вечной любви, которая не знает границ и никогда не исчезает. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.